Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за ваши добрые слова, за лайки, за подписки, за комментарии. Спасибо вам. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что расклад общий, девочки, и вне зависимости от кого бы то ни было и чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада. Мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, баловать себя и никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Кому ты нравишься? И, наверное, почему? Да, хотел сказать, идиотский вопрос. Как вы можете не нравиться? Почему? Потому что вы такая есть. Нравитесь вы и все. Но, давайте еще зададим вопросиков несколько, да? Дабы раскрыть, хотел сказать, грандиозность вашей личности. Да. Посмотрим, почему вы нравитесь конкретно, может кому-то, может группе лиц. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Скромная и со вкусом, ведающая, обладающая тайными знаниями, мудрая, ух ты, какое сочетание, райская птичка, муза, феечка, офигеть, которая уже не очень наивна, да, вообще эта карта говорит о том, что где-то вы, с одной стороны, да, может быть, витали в облаках, жили в каком-то отчасти вымышленном, иллюзорном мире, но жесткая, жестокая реальность обрушилась где-то на вас. Ну ладно, не обрушилась, как будто опыт прожили уже, и благодаря этому опыту сейчас смотрите критично, может быть, все анализируете, может быть, уже не доверяете, так как раньше доверяли. В принципе, людям, не обязательно мужчины, женщины. Тут уже с этим мечом напоготове, это говорит о том, что у вас рамочки, границы уже выстроены. Вы уже четко показываете, даете понять, что не стоит пытаться вас обмануть, проманипулировать вами, причинить вам боль. Как будто вы этим мечом, этим кинжалами, что-то такое, можете звездануть, так хорошенько приложиться. Так. Угу. Очень интересная карта, капец, мне так нравится. Первая карта уже озвучила, ведающая. Женщина получает знания из разных источников, недоступным большинству женщин других. Другим женщинам они недоступны, да. Это муза. Вызываете восхищение не только у мужчин, тут и у женщин. Некоторые женщины пытаются копировать там то ли ваше умение, может, компоновать какие-то элементы одежды, да. У кого-то это элементарное, ну, это трудно скопировать, но это ваша какая-то лучезарность. Тут энергетически наполненная женщина, женщина-зажигалочка, позитив, женщина, рядом с которой прям жизнь бьет ключом. Вы заряжаете этим позитивом, этой энергией окружающих. Есть желающие подпитаться, прийти, взять у вас этой энергии, особо не спрашивая разрешения. А какое-то длительное, может быть, время жили, повторюсь, в каком-то иллюзорном своем мире, мирке. Может быть, с детства любили фэнтези, сказки, начиталось много сказок в детстве. В принципе, какое-то радужное впечатление такое о человечестве, о проявлениях людей. Может быть, надежды сами себе там рисовали, вот какие-то планы, вот. И они настолько были, ну, где-то даже оторваны от реальности. Но потом, я повторюсь, тут подкорректировала судьба, жизнь, это все. И сейчас вы лишний раз, думаю, не даете ненужных шансов ненужным людям. Тут как будто бы четко уже понимаете, вы должны тщательнее, может, выбирать окружение, может быть, партнеров по бизнесу, в личной жизни. Тут об этом. По карте компас как будто бы умеете, знаете, учитесь выбирать правильное направление, где-то в хорошем смысле учитесь, ну, не хочу, как-то мне это слово, оно по ушам режет, приспосабливаться. Нет, ну тут как будто бы вы понимаете, что в жизни не всегда
будет все складываться так, как в идеале вы это себе намечтали и хотите. Поэтому к реалиям жизни каким-то образом приходится приспосабливаться, искать компромиссы, пускай даже это так звучит. Но тут не это, тут скорее вы ищете себя, свое какое-то призвание, нишу свою, может быть, какую вы там должны занять, хотите занять, дабы там быть реализованной. Вот тут вот так вот мне идет. При этом, вот эта мне карта очень нравится, карта мораль. Это говорит о ваших замечательных моральных качествах, о вашей доброте, о вашем желании прийти на помощь. Проявляетесь в жизни других людей. Раньше больше, может быть, там хотели помогать. Сейчас, наверное, уже отчасти выборочно как-то, да. Ну, в принципе, карта морали это говорит о том, что вы внутри, вы остались таким же добрым, светлым человеком. И какие тут с вами неприятности в жизни не случались, это, знаете, это по большому счету к вам, эта грязь, она не пристает. У вас свой путь, своя дорога, свое призвание, и вы хотите остаться вот таким же светлым человеком, добрым. Как будто бы даже можете говорить, с какими тут гадами меня судьба бы не сводила. Ну, не хочу гадов обидеть, да? Ну ладно, нехорошими людьми. Я не хочу ему подавляться, я не хочу играть их по их правилам, я не хочу применять их какие-то методы. Ну, в общем, тут что-то такое. Вот. Мне это очень нравится. Классная такая ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, тема расклада. Кому ты нравишься? Почему? Кому вы нравитесь? И почему вы нравитесь? То ли этому человеку, то ли группе лиц. Кому вы нравитесь? И почему? Ой, почему зелье какое-то выскочило? Ну, не знаю. Сейчас будем интерпретировать. Я выговорила даже почти. Так. Кому вы нравитесь? Вот тут прям 2 карты. И почему вы нравитесь? Этим людям, этому человеку. Так. Кому вы нравитесь? Почему вы им нравитесь? Им, ему. Все, начинаем. Итак, кому вы нравитесь? Извините, нервный смех у меня. Свинью подложили кому-то тут. Что такое? Ой. Сейчас я уточню. Это мужчина, женщина, потеря. Эти карты тяжелые. Потеря. Невозможно. Невозможно быть вместе вам с этим человеком. Человеку ощущение, как будто планировал одно, а ему свинью подложили. Как форс-мажор какой-то. Все пошло не так, как он хотел. Прям хочется сказать так. Ну, может какой-то человек злоупотреблять алкоголем. Как будто бы эту боль гасить, тушить. Если не злоупотреблять алкоголем, значит какие-то другие могут быть зависимости. Вообще состояние такое. Тут иногда как... Ну, не буду говорить депрессия прям, но вот как накрывает его это состояние. Со здоровьем могут быть проблемы по этой карте. Тут пьянство и карта дерева. Очень часто здоровье страдает. Или же... Ой, тут еще перекресток, это с магической колоды. Ну, на человеке может быть магическое воздействие, тоже это должна озвучить. Часто дерево тоже можно проигрывать не просто как здоровье, а дерево это родственное отношение, семья. Может быть проблемы в семье и какие-то, знаете, перекресток тут можно прочесть. Это периодически накрывают мысли, правильно ли я сделал, допустим, если он в семье, с семьей с этой остается. По карте пьянства, знаете, как уходит куда-то. Не хотелось бы, может быть, лишний раз в семью возвращаться. Вот такой что-то человек мне вышел. Так, но приходится ему, как бы там не было, он это тут какой-то негатив у него, но приходится ему и в социуме, и в том числе в семье, как маску носить. Видите, сцена, на ней леса, и она меняет тысячи этих обличий человеческих, меняет. То есть в этом контексте ему приходится постоянно носить маску. Его настоящий мало кто знает.
На данный момент ему так выгодно, он эту маску одевает, в семью приходит, возвращается, другую маску одевает. Так, единство, противоядие, информация закрыта. Интересно. Так, очень похоже мне на мужчину, честно вам хочу сказать. Ну, прям я это считываю как мужчина. Мужчина, у которого вот эту карту, мне это метафорическое, тут единство, ему, может быть, хотелось бы быть, знаете, как будто бы его вторая половинка, она где-то, ну, это не рядом она, ну, я так думаю, вас он это так воспринимает. Или хотелось бы ему когда-то надеяться, то ли вы будете вместе, то ли были надежды, что вы можете, как будто бы там, то ли построить эти взаимоотношения. А тут карты говорят о том, что, повторюсь, потеря, утрата, вы друг друга могли как потерять, он живет своей жизнью, вы своей. Ну, это карта, говорящая о том, что, видите, женщина и мужчина. Мужчина на физическом плане, он, дай бог, жив-здоров, просто он живет то ли в другой семье, то ли там в другом городе, элементарно на другой улице, там другой континент. Но фантом этого мужчины, он присутствует в вашей жизни, он держит как за горло вас, не отпускает. И тут мало того, тут женщина сама еще поддерживает. То есть воспоминания она поддерживает об этом мужчине. У вас может быть уже другой мужчина. Тут, видите, поверх этой женщины стоит еще силуэт мужской, тут стоит мужчина. То есть эти взаимоотношения, я вижу, которые боль, потеря, утрата, невозможность, карта невозможно быть вместе. То ли из-за каких-то ограничений, у него семья, у вас семья, ограничения, ну, не знаю, разного рода, может быть, проживание там, да, на другом континенте, еще раз повторюсь, расстояние между вами, или весь мир против вас, или так сложились обстоятельства, что невозможно вам быть вместе. Ну так, а тут вот как фантом, он держит вас как за горлом. У вас в данном случае на карте изображена женщина, и тем самым не дает в полной мере, знаете, как дышать, да, для начала, быть счастливой, может быть, в новых взаимоотношениях, такой как отпечаток накладывает. Мы смотрим этого мужчину. У мужчины похожие эмоции, у мужчины как будто бы проживание вот это вот какой-то утраты, да, невозможности построить взаимоотношений. Отчасти его, может быть, сподвигает, тут карта пьянства, да, уходить, находить успокоение, может быть, ну, как в этом пьянстве. У кого-то так проиграется. Проблемы со здоровьем, проблемы с близкими, те, которые рядом с ним. Постоянный вопрос, правильно ли я сделал и что я тут делаю, если он находится в семье в какой-то. Чтобы какое-то ощущение, то ли одиночество вдвоем, то ли, ну, будто бы я не могу быть самим собой. Я ношу какие-то маски. Маски в социуме, маски в семье. Хотелось бы быть с кем-то одним целым, единство в хорошем смысле, слияние, как одна душа на двоих. Вот тут запрос на это. А на это запрос есть, но дальше идет белая карта, как будто бы знак вопроса. А где это моя вторая половина? А возможно это? А тут карта невозможно. Почему-то. Первая карта, как свинью подложили. Вообще пошло не так, наперекосяк, не так, как бы я хотел этого. Мужчина ищет, тут карта противоядия, может быть, решение этой ситуации. Тут даже не то, что он ищет. Тут как будто бы, может, тут сверху карта пьянства, и информация закрыта дальше. Он пытается понять, разобраться, почему так, почему. И может по противоядию, кстати, у кого-то, кстати, может такое проходить. Человек пытается забыться там в каких-то легких связях, новых знакомствах, флирте, как вытеснить вот эту вот какую-то, уже не знаю, там, память, да, которая для него очень болезненна. Тут и так может быть, да. Но вот эта белая карта, она мне говорит, ему вообще как будто бы очень трудно найти то ли свою вторую половинку, то ли быть с той самой. Тут ответов нет. Как будто бы, я даже не знаю. И информация закрыта, ему не дают этот ответ. Вот он тут, что-то его, такое слово, да, современное,
же организм колбасит. Вот тут человека колбасит, тут этого мужчину, беднягу, или не беднягу, но колбасит. Вот этому товарищу вы нравитесь. Так, давайте спросим и узнаем, и посмотрим, почему вы ему нравитесь. Почему? Ух ты. Вы для него были радостью, были, есть с вами воспоминания какие-то такие связанные, где он чувствовал себя наполненным, счастливым, радостным. Почему-то он на вас вот как будто бы то ли смотрел, то ли смотрит. И ему кажется прям танец, радость жизни. Вы умеете радоваться, может, мелочам. Вообще какая-то такая позитивная, наполненная энергетически. Женщина, ну где-то он берет с вас, даже ну, в этом плане он хотел бы брать с вас пример, как уметь радоваться, как, может быть, несмотря ни на что и вопреки всему, вот, находить поводы для этой радости. Карта взлет, хранительница и сердце. Ой, как все банально просто, с одной стороны, да, с другой стороны непонятно, что с этим всем делать. Так, вы нравитесь почему? Тут вот смотрите, сразу информация такая. Вы нравитесь почему? Потому что, может быть, вы сумели, несмотря там, если у вас там боль от разочарований, у кого-то предательство, у кого-то невозможность быть вместе, несмотря на то, что, думаю, это сердечко ваше пострадало, но вы тут по карте видите, тут хрустальное сердце. Человек замораживает свое сердце. Другими словами, вы взяли себя в руки и пошли вверх по лестнице. Карта эволюция. Женщина не опустилась, там, ну уже не знаю. Сейчас, девочки, выпью водички. Прям такая фраза какая-то идиотская, конечно. Не стали бомжевать и не стали злоупотреблять алкоголем. И не пошли во все тяжкие, да, дабы, как вам сказать, некоторые любят переключаться на других мужчин, дабы забыть. Тут он вас такой не видит. Он видит вас, женщина, которая, в принципе, как-то, как бы больно не было, повторюсь, вот это сердечко где-то заморозило, другими словами, рамочки, границы, четко сказала себе: все, пострадали, хватит. Я не позволю там этой ситуации, или в данном случае даже этому мужчине, каким бы он ни был классным, тут ресурсный какой-то, мужчина, который себя позиционирует таким, ну не знаю, хозяин мира, не хозяин мира, но успешный. Я не позволю этому всему испортить свою жизнь. Я не буду всю свою оставшуюся жизнь тут жить, проживать с оглядкой на вот прямо этого мужчину или возможность построения отношений с этим мужчиной. Вот как-то так он вас видит. Эволюция, внешне вы привлекательны. И он понимает, что вы не остановитесь в этом развитии. Он понимает, что тут эволюция в плане внешности, вы следите за собой, и в плане каких-то планов, которые, возможно, вы там строите, но вы достигаете чего-то. Нравитесь вы ему еще почему? Потому что тут карта вышла в верность. Видите, тут уже семья такая, которая прошла очень многое. Возрастные, да? Уже тут бабушка, дедушка, и они вдвоем. Как будто бы это история о том, что он понимает, что для вас понятие верности — это не пустой звук. И вам бы хотелось, чтобы с вами был мужчина, который с вами пройдет через очень многое, поддержит вас и будет с вами, ну, и в тяжелые моменты, какие-то испытания, при этом не предаст. То есть где-то он видит вас, женщина, которая не собирается от своих каких-то, у вас там, как вам сказать, есть в жизни какие-то приоритеты, есть в жизни там требования, моральный кодекс какой-то. Вот как будто бы он видит вас, женщина, которая будет этих убеждений каких-то, которые у вас есть, и они выстраданы, эти уже убеждения, вы не будете от этого отказываться в угоду там какому-то мужчине, или дабы он там выбрал вас. Ну тут такое вот интересно, как это отчасти показывает вас как сильную личность, как человека, которого он уважает.
Он понимает это, он уважает это. Плюс еще, чем вы нравитесь, тем, что какие бы вокруг вас тут не были, карта метла — это сплетни, разговоры, какие-то суждения, карта зелья, тут какие-то личности, ну, больше женские какие-то, может быть, зависть. Тут колдуют, как будто бы. Может быть, ну, это сплетни, это грязь какая-то. Че бы вас тут не было вокруг вас, вы все равно радуетесь, порхаете как птичка, и плевать вы на них хотели, на всех этих личностей, которые пытаются вам нагадить. Опять-таки, где-то даже он видит, что как бы он ни проявлялся, какие бы, может быть, сплетни по поводу него до вас не доходили, а это вам, ну, ему так кажется, не омрачает вашу жизнь. У вас тут своя жизнь. И, повторюсь, вы намерены прожить ее счастливо. Чем вы еще нравитесь? Нравитесь тем, что, повторюсь, рядом с вами он чувствовал, тут карта взлет, самолет идет, видите, на взлет. Он чувствовал себя наполненным. Может быть, как вдохновляли его, давали вот эту радость жизни, ощущение этой полноты жизни. Вот это все сюда. А рядом карта хранительница. Это карта говорит о вашей мудрости, ресурсности, внешние данные. Тут сова сидит на плече у этой женщины. Плодородная она и мудрая. Вообще хранительница. Хранительница не просто очага. Может, каких-то знаний, да, может, недоступных даже большинству женщин. Тут роскошная ваша характеристика. Вот вы этим нравитесь. Он понимает вашу ценность, понимает. И в конце карта сердца у меня вышла, девочки. Опять-таки сова. Женщина, которая любит, несмотря ни на что, вопреки всему, но при этом не будет уже жертвить. Мне так хочется это прочесть. Имеет уже какие-то понятия о своих рамочках, границах, о том, чего она хочет, на что она не согласна. Что еще? Он понимает, что вы умеете любить. Что такую любовь еще нужно заслужить, кстати, вашу любовь. Чем вы еще нравитесь? Ну, вообще, я хочу сказать, мне по этим картам, как будто мужчина любит вас. Другое дело, как он проявляется, и рискнет ли он вообще проявиться. По этим картам такое, как будто бы вы своей жизнью уже живете. Ну, вот как-то так. Тут характеристика ваша шикарная. Эволюция, хранительница. Рядом с вами он чувствовал себя таким наполненным, счастливым. Вы умеете вот дать это ощущение мужчинам, в принципе. Женщина для любви. Все, мой хороший, такой сегодня у меня расклад получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.